вообще просто вот зависает по этой группе. Они знают наизусть все их тексты, все их песни, несмотря на то, что они выступают в большинстве случаев на корейском языке. Хоть бы одну песню напели бы мне кто-нибудь. Там же, наверное... Саш, хочешь, я корейскому научу? Да. По-быстрому. Да. Вот, можешь сказать 안녕하세요. Анисел. Саша ее. Саша ее. 맥주, tul 맥주 주세요. Турмакджо. А как по-корейски BTS пожелать удачи? Не знаю. Это что-то какое-то сложное. 감사합니다. Что это? Спасибо. Привет, друзья! Вы на канале Алга Петербург, в студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! И это Супер Блиц, где в формате 10 минут мы расскажем самые интересные новости, которые подготовили для вас к этому часу. Как ты круто сказал, Супер Блиц. Звучит так. Мощно. Да. Надеюсь, мы не подведем. Ну ладно, тогда первая новость. Физиогномист объяснила, как определить характер женщины по ее внешности. Физиогномист Елена Миф. А кто Миф? Миф. Уже подозрительно. Можно верить. А кто такой гномист? Гнобист кто это? Физиогномист. Гномист. Очень такая странная профессия, конечно. Ну, ладно. Есть всякие профессии. Слесарь, пекарь, токарь. Но они хотя бы понятны. Но надеемся, что это тоже полезная профессия. Давай дальше. Конечно. Тем более, что она рассказала, что брови, глаза, нос, рот и подбородок человека являются основными источниками информации. Изучив их, можно определить особенности характера женщины. По ее словам, густые брови, большой нос, неполные губы и квадратный подбородок говорит о том, что женщина вспыльчива и гневлива. Девушки с более тонкими чертами лица являются романтичными и женственными особами. Специалист отметила, что коварных и хитрых представительниц слабого пола выдают длинный нос и тонкие губы, как у старушки Шапокляк. Бабы-яги. Да. Такие девушки склонны к мести и к скрытности. Это сообщает Пятый канал. И, кстати, Елена Миф еще рассказала о женщине с идеальным характером. По ее словам, такая женщина должна иметь идеальные брови, маленький нос, пухлые губы и овальный подбородок. Девушки с такими чертами лица открыты и покладисты. Вот, кстати, Елена Миф. Идеальные брови. Это, конечно, она махнула. Слушай, ну, симпатичная дама. Ты знаешь, я вот уверен, что... Мне кажется, что она вот это предсказание вот просто по своему описанию, да, сделала? Стояла и выписывала. Ну вот, ты знаешь, мне кажется, что вот это описание очень сильно подходит подругам и нашего канала. У них тоже идеальные брови, пухлые губы и овальный подбородок. Ну, ты уже делаешь обратный вывод по тем комментариям, которые мы получаем обычно под нашим видео. Я, кстати, скажу, что и не только прекрасный пол, но еще и мужчины, которые подписаны на наши каналы. Я знаю только одного, это Андрей Скупченко, ровно по той причине, что у него есть хотя бы фотография. Всех остальных мне приходится только догадываться. Но характер у всех отменный, поэтому спасибо вам, друзья, что пишете нам комментарии и что мы находимся в таком приятном обществе. Спасибо. А мы продолжаем. И следующая новость, Вань. Мы много делали передач о том, что то в одной стране открылось радио, где транслируется музыка Димаша, то в другой. И вот сейчас свежая новость, Вань. Радио о Димаше будет звучать и в Польше. И что самое примечательное, Димаш лично опубликовал новость на своей странице в Инстаграм об этом событии. Что он написал? «Сегодня я узнал, что радио Димаш появилось в Польше. Дорогие мои, позвольте мне выразить вам глубокую благодарность за создание радио, посвященного моей работе. Сначала в Аргентине для Эра Димаш, а теперь и в Польше. Вы очень много для меня делаете. Я очень хорошо понимаю, что в мире есть много других вокалистов. Но несмотря на это, вы поддерживаете меня и верите в меня. Я вам безмерно благодарен». Да, передаем большой привет, кстати, пользуясь случаем, польским Диерс, особенно Монике и Терезе. Ты знаешь, раньше была вот проблема найти радиостанцию, где звучит музыка Димаша. А теперь разбегаются глаза и даже не знаешь... Да. I'm sorry. Разбегаются глаза и даже не знаешь, какое радио сегодня послушать. Это же хорошая тенденция. Да, это круто, и я думаю, что еще больше ситуация обострится, когда мастодонты радио со всех стран поймут, что надо обязательно ставить музыку Димаш. Они пока еще сомневаются по каким-то причинам. Как я понял, они не верят в всеобщую димашоманию. Ну, да, на самом деле думаю, что такое димашомания? Ну,
тоже мне. Ну, человечество же склонно вот так скептически относиться ко всяким большим событиям в жизни нашей планеты. И неудивительно, что так относится. Но когда действительно вот волна придет, и вспоминается картина «Девятый вал» Айвазовского. И пословица «пока гром не грянет», кто-то не перекрестится. Следующая новость, Вань. Так как вот ты говоришь, что очень много радиостанций, а я сказал, что 9 радиостанций, а Димаш? Пока еще нет. А вот, друзья, дополнение к Сашиной новости. Оказывается, уже 9 радиостанций, на которые можно послушать музыку Димаш. То есть даже дней в неделю меньше, чем радиостанций. Да. Примерно столько же, сколько радиостанций есть претендентов и было претендентов на роль Бэтмена. Но в итоге, значит, стал Бэтменом Роберт Паттинсон. Это актер, который снимался еще в роли главного вампира. Вот тот такой таинственный, да, с накрашенными глазами, и красными губами. Да, вот. И, соответственно, Роберт Паттинсон стал исполнителем роли Бэтмена в новом фильме, и уже появился тизер, можно было посмотреть, я посмотрел. Могу сказать, что вот осенью 2021 года, когда этот фильм выйдет на экранах, это будет такое определенного рода испытание для Паттинсона, потому что очень много людей хотят, чтобы роль Бэтмена играл другой актер. Вот так вот, например, да, вот настоящая байга идет, настоящее соревнование, и даже есть еще параллельно сейчас появится фильм в ближайшие годы, тоже с Бэтменом в главной роли, но там будет Бен Аффлек. Вот так вот, то есть параллельно идет съемка двух картин, где разные персонажи снимаются. И очень много мнений, кто же на самом деле должен сыграть Бэтмена. Вот, но все-таки был выбран, получается, Роберт Паттинсон. Давай попробуем наших друзей тоже написать, проголосовать. Кого бы они хотели видеть? Так все напишут Димаш. Точно. Но Димаш, кстати, я думаю, что с успехом бы справился с этой ролью. Ты знаешь, я видел последние публикации в Инстаграм, он себе такие банки накачал, что я думаю, да, он будет очень хорошо смотреться в костюме Бэтмена. И вот маска там такая, вот так. То есть там, если кто-то с бородой, туда нельзя. Очень будет сложно, вот женщина из нашей предыдущей новости, которая определяет тип лица. Сложно будет разобраться. Сложно будет разобраться. Да, но, кстати, я могу сказать, что, друзья, действительно, а может вы знаете, кто бы лучше подошел на роль Бэтмена? Напишите нам, потому что есть прекрасные актеры. Вот, например, я знаю Сергея Безрукова, он бы в роли Бэтмена, мне кажется, неплохо смотрелся. А мне вот не нравится, Вань, тенденция, которую организаторы взяли, я так понимаю, у продюсеров картины Creator the Past. То есть рекламу сделали, а фильм только в 2021 году осенью. Вот сколько можно ждать? Но если сравнивать, значит, с Creator the Past, то с саундтреком, конечно, понятно, кто лучше выбор сделал, потому что, ну, к сожалению, вот Warner Brothers еще не сильно знакомы, похоже, с Димашем. Напомню, что премьера фильма уже совсем скоро, 8 октября, если мне не изменяет память. Следующая новость, Вань, долгожданная вторая часть Димаш-шоу «Окружение» появилась на YouTube-канале Хабар. Можно без проблем посмотреть. Я вчера это сделал, не удержался, на эмоциях сделал для вас ролик. Посмотрите по этой ссылке, оцените, напишите комментарий. Ну а для тех, кто говорил, какой замечательный фильм, как мало, хочется продолжения, ваш голос был услышан, и, внимание, 29 августа нас всех ждет продолжение. Выйдет третья часть, документальный фильм «Димаш-шоу. Вдохновение». Я видел премьерный ролик, там будет и Хизре Аюбович выступать, и Игорь Крутой. В общем, страсти накаляются. Да, очень интересный фильм. Кстати, Саша, а как ты оценишь мою актерскую игру, мой дебют в художественных фильмах на телеканале Хабар? Ваня, я 5 раз пересматривал это место в надежде, что меня тоже зацепило, хотя бы краешком. Но нет, но нет. Слушай, а я вот как бы скриншот взял, распечатал и поставил в рамку. Все, ты теперь на телеканале Хабар выступал. Друзья, кто не посмотрел, смотрите, отличный фильм. И лучший момент для меня на 2 минуте 50 секунд. А в то время, когда мир не может определиться, кто же будет исполнять роли в самых разных фильмах, новый клип BTS набрал миллионы, уже больше 100 миллионов просмотров за первые часы после публикации. Ну,
Ты знаешь, я вот честно скажу, понаслышке знаком с творчеством BTS, все время слышу, со всех утюгов раздаются возгласы о том, какие просмотры набирают эти клипы, и не вникая, скажу честно, в творчество этих ребят, меня все равно немножко гложет. Что же они там такое показывают, что это набирает такие бешеные просмотры? Саша, я бы на твоем месте был бы аккуратнее. Я бы не стал называть поклонников группы BTS утюгами, потому что все-таки количество просмотров, к которому нужно стремиться. И что могу сказать я? Я посмотрел клип, и я вот сразу понял, что он сделан для американской аудитории. То есть там есть и много параллелей с очень популярными, с культовыми клипами. Потом там на супер качестве все сделано. Очень такая качественная графика. Все съемки, мне кажется, что на какую-то просто невероятную камеру с использованием нейросетей сделаны, потому что кажется, само качество картинки шикарно. Мне кажется, вообще у них только вот такая камера только у группы BTS. Они вот специально создали и вот только с ней работают. Не удивлюсь, да, потому что все-таки корейцы, они очень прогрессивный народ, и у них там и Samsung есть, и Hyundai. А как ты думаешь, вот этот опыт международный перенимают наши артисты? Вот как они там, хореографию, удалось ли им подтянуть? Вот вообще, пользуются ли они передовым таким опытом? Тяжело сказать. В 60 лет, вот, мне кажется, уже сложно что-то поменять. Ну, то есть ты как бы в 60 лет уже сложившийся человек, мне кажется. И, наверное, уже тяжело снимать вот такие заводные клипы. Или, например, вступить в бойс-бенд из 6 еще и более Вань, мне участников. кажется, у нас наши артисты борются за качество фонограммы все-таки. Это важнее. Возможно. Ну или как ты говорил, что наши участники, они вот уже занесены в Красную книгу, и нужно следить, чтобы ни одно перышко не упало лишнее. У нас другой подход к эстрадным артистам, у нас их берегут. Да. Но я бы с удовольствием посмотрел на какой-нибудь бойс-бенд из 7 человек, вот с участием звезд нашей эстрады. Только представь, какой может быть состав. У нас, видишь, все гордые, все сольно хотят выступать. Ну ладно. В общем, друзья, у нас пока не такие цифры. Поэтому нужно еще больше работать и брать пример с наших младших корейских братьев. Ну а на этом все. До свидания, до новых встреч. Не пропускайте наши блицы. Пока. Пока.